Знакомьтесь, это Сьюзи. Прекрасная жена и мать 4 очаровательных детей. У нее, казалось бы, ничем не примечательный дом. Скромная гостиная, небольшие спальни и обыкновенный зеленый дворик. Но есть один нюанс. Этот дом стоит 11 миллионов долларов. Вы спросите, как же так? Это Сингапур. Добро пожаловать в удивительную жизнь других. Что значит родиться в Сингапуре? Пойти в школу, влюбиться, жениться, иметь работу и встретить свою старость. Давайте же это сейчас и узнаем. Родиться в Сингапуре можно в обычной семье, такой как у Аниты Перейра, у которой 2 детей и муж биотехнолог. Жить в небольшой квартирке и ходить на работу в офис с 9 утра до 5 вечера. Или в семье полицейского Дениса Лима. Ждать его вечерами и не особо переживать, ведь преступности в Сингапуре практически нет. Или в многодетной семье владельцев медиабизнеса и жить в собственном доме. В общем, в какой бы семье ни родился бы сингапурец, мне очень интересно узнать, какой будет его жизнь от рождения и до старости в стране, которая входит в 10 самых дорогих на планете. Родиться в Сингапуре – это уже роскошь. Бесплатной медицины здесь нет вообще. Так что в государственной больнице роды обходятся сингапурским родителям в среднем в 4000 долларов. В частной – 7. Это обычные. А если кесарево сечение, то может стоить и все 10. Уже через 2 месяца новорожденного сингапурца определяют в детский сад. Стоимость таких садиков может доходить до 400 долларов в месяц. Посмотрим, за что же сингапурцы платят. В Сингапуре детей отдают в детский сад уже с 2 месяцев, представляете? И вот 5 дней в неделю ребенок с 7 утра до 7 вечера находится в детском саду. Мне безумно интересно, как это все устроено и вообще, чем они там занимаются. Что мне понравилось, так это то, что каждое утро при входе медсестры проверяют, здоров ли ребенок. Меряют температуру, смотрят горло и только после этого пускают к остальным детям. Малейшее подозрение на болезнь, и малыша отправляют домой. Мы почти не закрываем садики на карантин. Эти меры помогают нам бороться с распространением гриппа, например, или лихорадки Зика. Именно поэтому в Сингапуре, в отличие от других азиатских стран, давно уже не было эпидемий тропических болезней. Дети здесь, видите сами, что вот они тут занимаются, рисуют, играют. Там у них какие-то активности проходят. Кушают, обедают они в другом помещении. А спят они... Внимание, вот спят они, мне вот специально приготовили, чтобы показать, вот на таких матрасиках. Вот они и достают, приносят пижамки свои из дома и приносят вот такие простыночки и застилают свой матрасик. Причем делают это сами дети маленькие. И вот так вот ложатся, закрывают им шторы, и вот так вот они мило спят. Кстати, очень удобно. Нет, хотя вру, вообще неудобно, честно говоря. Я привыкла в своем детском саду спать в кровати, с подушкой, с одеялом. Но сингапурские дети спят совсем по-другому и... думаю, прекрасно и счастливо. Слушай, так интересно. Вот так. Заплатишь за садик 400 долларов, а ребенок твой на полу спит. Дело в том, что жилплощадь в Сингапуре очень дорогая. Здесь нигде нет огромных метражей. Пространство используется экономно. И чтобы кровати не занимали половину помещения, именно поэтому вместо них просто матрасики. Что еще бросается в глаза? В Сингапуре живет много национальностей. Китайцы, индийцы, малайцы. И все они говорят на своих языках, потому что сингапурского языка не существует. А скажите, у вас столько детей разных национальностей, а на каком языке вы разговариваете? В Сингапуре действительно много раз. И чтобы понимать друг друга, мы между собой говорим на английском языке. Все дети у нас с ранних лет в совершенстве говорят на 2 языках, своем родном и английском.
А еще во многих детсадах Сингапура нет своих двориков на улице. Опять же, из-за дороговизны земли. Поэтому дети не гуляют, как у нас на свежем воздухе, а целый день находятся в помещении и развлекают их как могут. Как можно повторять? Они со мной повторяют, видишь? Дети, давайте как-то по-другому. Мне нравится это движение такое, оно понятное мне. Я не знаю, как дети, я устала, честно говоря. Сингапур называют страной штрафов и наказаний. Каких только запретов тут нет. Запрещено жевать жвачку, плевать и сморкаться на улице, бросать окурки на землю, пить и есть в метро, купаться в море по ночам, кормить бродячих животных. Даже если вы забыли смыть в общественном туалете, вам тоже грозит штраф. Ну, если поймают. Так что быть сингапурцем – это уже со школьной скамьи знать, что можно, а что нельзя, и что будет за непослушание. Наказания есть и в школе. Они на самом деле разрешены. Вот такой вот палкой учителю разрешено бить ребенка. Но проступок у ребенка должен быть очень серьезный. Это или он украл что-то, или ударил учителя. И тогда учитель без разрешения родителей может ударить ребенка вот такой палкой. Так ли это? Я хочу узнать. Но это очень больно. Идем. Вот это обыкновенная сингапурская школа. Сейчас каникулы и детей нет. Вот сюда они придут, поэтому, может, сейчас даже хорошо посмотрим все, что есть у них в тишине и спокойствии, так сказать. Школа в месяц стоит 10 сингапурских долларов. Это государственная школа. А в частной школе сингапурцы не имеют права учиться, только иностранцы. Таков закон. В целом школьники изучают те же предметы, что и у нас. Языки, математика, литература. Но есть у них один довольно-таки необычный предмет. 2 часа в неделю у школьников проходит урок расовой гармонии, на котором мы рассказываем детям, что существует множество рас, и все они равны. Даже если мы кого-то оскорбим в соцсети на почве расовой неприязни, нас ждет как минимум очень строгий выговор. А вот в классе меня уже ждут ученики. И есть у меня к ним один пикантный вопрос. Вы знаете, что это такое? Ты знаешь, что это такое? Не бойся. Ты знаешь, что это такое? Вас когда-нибудь наказывали такой палкой? Нет? Нет. Насколько я знаю, что наказание в Сингапуре абсолютно разрешено палками детей, но девочек не наказывают, наказывают только мальчиков. Вот поэтому только один мальчик и знает, что это такое. Но их родители били всех. Да, по закону разрешено бить школьников палкой, но никто этого уже давно не делает. Мы просто ведем с детьми воспитательные беседы. Оказалось, не все так страшно, как на первый взгляд. Сингапурское высшее образование считается одним из лучших в мире. Быть сингапурским студентом – это значит придумывать вот такой павильон странной формы, выиграть с этой идеей президентский грант и реализовать ее в самом центре Сингапура. Идем посмотрим. А вот и сам институт. Он считается одним из самых престижных в мире. Тут учатся будущие дизайнеры, архитекторы и даже изобретатели. Вот так вот студенты сидят или самостоятельно, или вот в группе и делают свои курсовые работы. Вот тут Андреа, чао. Привет. Что вы делаете? Я работаю над этим. Называется мой. Можно мне посмотреть? Это, боже мой, посмотри, он с глазками. В общем, они разработали такую схему. Это для офисных работников, представляете, которые все время сидят и делают, вообще не двигаются. Потом у них все болит, спина, вот эта вот попа. И они сделали... Дай мне, пожалуйста. Они сделали такую штуку, вот такую карточку, прислоняют, и тамагочи возле тебя стоит. И тамагочи начинает плакать и говорит, что я хочу кушать. И
Человеку нужно оторваться от своей работы, взять его и немножечко пройтись, размять кости. Таким образом, ты хоть чуть-чуть подвигаешься. И тамагочи как будто об этом думает. Боже, какая прелесть, слушай. И это Андре только на первом курсе. А в итоге он планирует заниматься разработкой медицинского оборудования. Ты после того, как закончишь университет, хочешь остаться в Сингапуре или уехать? Я бы хотел уехать за границу, в Европу, например. Но в итоге все равно вернуться в Сингапур и работать здесь. О, приезжай к нам. Ты знаешь, у нас таких специалистов очень ждут. Ладно, все, тамагочи я вам отдаю, ребят, дорабатывайте, потому что что-то он, видишь, не очень сильно реагирует. Ну, что вы хотите, первый курс еще. Тут вообще очень много корпусов. Вы даже сейчас не представляете на самом деле, где я нахожусь. Вот никогда не отгадаете. Это библиотека. А удивительное в ней то, что здесь нет книг. Пустые белые стены вместо книжных полок до потолка, как мы обычно привыкли. Все на электронных носителях. Вот тебе книга «Вселенная» Стивена Хокинга на большом мониторе. Прямо библиотека будущего. И самое интересное, что сюда могут приходить не только студенты, а, в принципе, любой желающий с улицы. Вот мой режиссер, например, тоже где-то сидит, читает. Будет умный, надеюсь. А еще здесь есть бассейн олимпийских размеров, спортивная площадка, тренажерный зал, павильон для технических экспериментов. Интересно, сколько же стоит обучение в таком институте? Стоимость обучения в университете в год от 20 до 30 тысяч сингапурских долларов, в зависимости от профессии, которую ты выбрал. Ну а вот мое любимое – столовая. Что же едят студенты в ВУЗе, где обучение стоит до 30 тысяч долларов в год? Кин, чао. Привет. Ты пришел на обед, я тоже с тобой. Тогда мне интересно посмотреть, что у вас тут. Идем. Ой, смотри, сразу я вижу курица по-пекински. И ты видишь, она и с макаронами, и с картошкой, и жареная, и вареная, и пареная. Вам тут очень хорошо жить. Но самое интересное, цены тут вообще смешные. 3,50 для студентов и 4 для людей. То есть может каждый прийти поесть. Ред Арагон. 80 центов, чтобы вы понимали. Папайя 80 центов. Цена для всех одинаковая, понимаете? Дыня, манго. Что тут такое? Вот здесь. Вот здесь. Persimmon. Фасиман. Ну, фасиман, понятно. А что тут самое вкусное, ты знаешь? Свинина? Фиг? Да. Это где? Вот это. Вот это? Ну, спаси. Нет, не острая. Сейчас 2,90. Все, то есть прямо ты тут же берешь и тут же и платишь. Ты тут будешь кушать? Да. О, слава богу. А то я уже себе столько всего взяла. Какой-то дамский пальчик. Ну да я посмотрю. Посмотри, дамский пальчик не спайси. Вот так вот питаются сингапурские студенты. Вот, внимание, посмотрите. Так взяла как бы телеведущая. Из-за того, что опять-таки же в Сингапуре проживает очень много разных народностей, то и в столовой тут представлены разные кухни. Корейская, индийская, китайская. Так делается специально, чтобы никому обидно не было. Ты заплатил за свой обед $4. Это вообще, ну, правда, для Сингапура смешные деньги. Да, это немного. Ты получаешь стипендию вообще за учебу? Я нет, но для тех, кто получает стипендию, покрывает 50% стоимости обучения. А кто платит за учебу? Родители? Да, родители. Ага, я поняла. А скажи мне, а как вы развлекаетесь? Мы в свободное время занимаемся спортом. Вы развлекаетесь, занимаясь спортом? Да, это хорошее времяпровождение. Ну, а такие там танцы, выпить, вечеринка, ну вот такие у вас есть? Вот у нас развлекаются так студенты. Да, в Сингапуре яркая ночная жизнь. Но дорогая ночная клубная жизнь. Очень. Вход в клуб стоит от $20, а за ночь вы потратите не меньше 100. Да, ночью тут особо не разгуляешься. Зато днем в студенческом кафе вдоволь наешься. Хоть здесь дешево. В Сингапуре, насколько все просто,
настолько все и запутано. Смотрите, стоял здесь когда-то одиноко коричневый бизнес-центр, где спокойно люди зарабатывали деньги. И потом раз, и построили вот эти вот остроконечные здания. И бизнес резко упал, в бизнес-центре, понимаете? И тогда правительство взялось за голову сингапурское, говорит, что же делать? Оно обратилось к специалисту по фэн-шуй. Да-да-да, вы не ослышались. Он предложил между двумя остроконечными зданиями построить 2 здания с сотами. А почему сотами? Да все очень просто, потому что соты поглощают плохую энергию. И все наладилось. Вообще, весь Сингапур построен по принципам фэн-шуй. Это такое учение о влиянии энергии на человека. Поэтому тут так боятся острых углов. Ведь они, согласно фэн-шуй, провоцируют конфликты. А для привлечения богатства специально установили колесо обозрения. Оно вращается по часовой стрелке и несет денежную энергию воды из залива прямо на финансовый центр города. О как! Самое интересное, что специалист по фэн-шуй – одна из самых высокооплачиваемых профессий в Сингапуре. Такой человек зарабатывает от 2500 сингапурских долларов до бесконечности. Мои родители при ремонте квартиры нанимали такого специалиста по фэн-шуй. Его советы обошлись нам дорого, но, надеюсь, они окупятся. Думаю, может быть, я не совсем ту профессию выбрала. Но, тем не менее, для того, чтобы ваши деньги, здоровье, удача, успех, я не знаю, там любовь, все оставалось при вас, сейчас я вам расскажу, какие элементы должны присутствовать в вашем доме по правилам фэн-шуй. Первое – это вода, видите? Мягко журчащий фонтан привлекает благополучие и гармонию. Камень означает финансовую стабильность. Дерево несет умиротворение. Специальные колокольчики, позванивая на ветру, привлекают удачу. И не забудьте про металл. Сингапурцы верят, что он стимулирует умственную деятельность. Так что поставьте какую-нибудь металлическую штуковину в доме, да побольше. И еще один очень важный совет от специалистов по фэн-шуй. Никогда не спите ногами к двери, чтобы удача не уходила, пока вы спите. Поэтому все, у кого кровать в спальне стоит к двери ногами, передвигайте ее прямо сейчас, и все у вас будет хорошо. Фух, слушай, прям устала, пока вам все рассказала, честно говоря. Хочу пойти посмотреть, что там с бассейном. Надеюсь, он тоже сделан по фэн-шуй. Идем. Это же хорошо, правильно? Вода. Интерьер по принципам фэн-шуй, роскошь и комфорт отеля «Шангри-Ла» оценила по достоинству не только я. Каждый раз, когда в Сингапур прилетают президенты других стран, они останавливаются именно здесь. Ну а если хочется поближе к пляжам и морю, то идеальный вариант – «Шангри-Ла Раса Сентоза Resort and Spa». Шикарный вид из окон, бассейн с джакузи, детский клуб, 6 ресторанов. Вот это фэн-шуй, вот это я понимаю. Ну что, пришло время посмотреть, как живут сингапурцы. Как это ни странно, но оказалось, что в одной из самых дорогих стран купить квартиру проще простого. Большинство сингапурцев не снимают квартиры, а имеют собственные, благодаря государственной программе социального жилья. Ну вот как вы думаете, как должно выглядеть социальное жилье? Что-нибудь такое попроще, да? Поэкономнее, чтобы всех вместило, куча квартирок, мало окон. Ну-ну, где угодно, но только не в Сингапуре. Вот так, друзья, выглядит в Сингапуре жилой комплекс для людей со средним и даже низким по местным меркам достатком. Вы только посмотрите на эту территорию. 50 этажей. На крыше самый настоящий парк. Тут тебе и скамейки, и скульптуры, и беговая дорожка. Порой для того, чтобы сделать утреннюю пробежку, нужно найти какой-то поблизости парк. Если повезет, стадион, это вообще здорово. А здесь, в этом комплексе, не нужно даже выходить из дома. Тут по всему периметру дома на 25-м этаже есть беговая дорожка. Бегай не хочу, понимаешь? Вот так бы даже я спортом могла бы заниматься, честно говоря. Ну, может быть. Дом шикарный. Посмотрим, как выглядят квартиры. Знакомьтесь, это семья Аниты и Реме Перейра. У них 2 детей, и совсем недавно они приобрели квартиру в этом комплексе. Небольшая спальня, детская и кухня, совмещенная с гостиной. Вся площадь от силы занимает 60 квадратных метров.
На окнах решетки. Неужели воруют? Нет, это для того, чтобы из таких высоток случайно не выпадали дети. А как вы получили это жилье? Мы дали заявку в правительство, как только квартиры в этом доме поступили в продажу. Тогда одна квартира здесь стоила 400 тысяч сингапурских долларов. Но наш доход превышал допустимую норму, поэтому нам отказали. Мы прождали еще 5 лет и купили эту квартиру уже за 800 тысяч. Для того, чтобы приобрести такое жилье у государства, есть два условия. Первое, сингапурцу должно быть не меньше 21 года, и второе, месячный доход не должен превышать 10 тысяч долларов. А если нет, то зачем вам социальное жилье? Хорошо, а сколько стоят коммунальные услуги? Сколько вы платите? На коммунальные услуги в месяц у нас уходит примерно 180 долларов. А на еду мы тратим что-то около 600. Ну и помня о том, что Сингапур – страна запретов и штрафов, я не могла не спросить, что запрещено сингапурцам делать в собственном доме. А скажите, пожалуйста, мне интересно, какие у вас есть запреты для проживания? Вам нельзя, может быть, шуметь после 11, нельзя приводить много гостей. Что строго запрещено у вас? Курить нельзя. Ага. И дома нельзя? И дома нельзя курить? Дома можно, но снаружи, на лестничной площадке, ни в коем случае. На лестничную площадку нельзя? Ни в коридоре, ни лестнице, нигде. Скоро нельзя будет курить уже и дома. Готовится специальный законопроект. Ну, наверное, вы не курите, поэтому вы, наверное, не очень сильно переживаете по поводу этого закона. Да, именно. Это супер. Слушай, а это правда, что если ты будешь, я слышала, что если ты в Сингапуре будешь ходить раздетый у себя дома в квартире, и тебя увидят люди из другого дома, на тебя могут оштрафовать. Что дома можно ходить раздетым только в том случае, если шторы закрыты. Да, Да. Я понимаю, это странно звучит, но это правда. правда. Такая история даже приключилась с нашим другом. Он разгуливал голый по квартире, и человек из соседнего здания вызвал полицию. Та приехала к нему и попросила одеться. Потому что здания в Сингапуре расположены очень близко, и мы видим все, что происходит в квартире напротив. Я хочу сказать, что, может быть, в этом и есть логика. Мне бы тоже не было очень приятно, если бы я увидела, что мой сосед ходит не одетый. Но и это не все запреты. Сингапур – это тропическая страна, и, естественно, когда мы поливаем цветы, мы следим, чтобы вода никуда не пролилась. А то вниз заведутся москиты, и весь район будет страдать. А за это штраф. Мне даже поверить сложно в то, что такое простое занятие, как поливка цветов, может вызывать такие последствия. То есть мы даже со своим климатом никогда об этом и не задумываемся. А воспитание детей, вы наказываете их или просто пытаетесь поговорить, объяснить? Мы общаемся с детьми. Бить не бьем никогда. А вас били, когда вы были маленькие, палкой? Били, как Сидорову козу. Палкой? Да, я был очень непослушным. Раньше действительно так было принято воспитывать детей в нашей культуре, но не сейчас. Вот так и живет среднестатистическая сингапурская семья. Но вот что по-настоящему определяет статус сингапурца как состоятельного человека, так это даже не наличие квартиры, а наличие автомобиля. А у вас есть машина? Да. Одна у вас машина? Да, у нас только одна. Иметь даже одну машину – это уже круто, потому что стоимость любого авто здесь стартует от 100 тысяч долларов. В эту стоимость, кроме цены на сам автомобиль, входит также сертификат на право вождения, который сингапурец покупает на аукционе. Стоимость такого сертификата может достигать до 80 тысяч долларов, и дается он не пожизненно, а всего на 10 лет. А еще нужно заплатить транспортный налог, дорожный налог, регистрационные сборы. И вот и выходит баснословная сумма за, казалось бы, средненький автомобиль. А все потому, что власти Сингапура не хотят, чтобы в городе были пробки и загазованность. Сингапур – один из самых безопасных городов мира. Хотя полицейского здесь встретить на улице, практически невозможно. А знаете почему? Потому что в этом нет необходимости. Кругом одни камеры. Посмотрите. И так они по всему городу. За людьми следят постоянно. Вот я сейчас говорю, руками машу,
Они все это видят. Преступности в Сингапуре практически нет. Может, потому что здесь приняты очень суровые наказания? У нас до сих пор применяется смертная казнь за предумышленное убийство и наркотрафик. И самое интересное, что здесь до сих пор применяется наказание палкой, но только по решению суда. Это наследие Британской империи — бить в школах и тюрьмах палкой. Количество ударов палкой назначает судья в зависимости от тяжести преступления. Так что не хотите получить штраф или, не дай бог, парочку ударов розгами, лучше законы здесь не нарушать. Потому что если вы не видите на улицах полицейских, это не значит, что они не видят вас. Вы не понимаете, я первый раз в жизни пришла в полицейское отделение. Посмотрите, они тут, видите, сидят на ресепшене. Вот так вот они работают, видите? Видите, как тут все так чистенько, аккуратненько. Люди все сидят, ждут своего номерка, своего, не знаю, вызова. Но вообще больше, мне кажется, это похоже даже не на полицейский участок, а на какое-то госучреждение, какой-то, не знаю, ЖЭК или какое-то... Иди сюда, посмотрим, что это такое. Пока ничего страшного. Ладно, пойду пообщаюсь с полицейским. Говорят, что Сингапур очень безопасная страна. Это правда? Да, это правда. 90% населения Сингапура, согласно опросам, чувствуют себя в абсолютной безопасности. Ну, на самом деле, я тоже разговаривала с людьми, и все практически сказали, что им очень нравятся здесь законы, потому что они чувствуют себя безопасно. Да, мне здесь совсем не страшно. Сингапур – один из самых безопасных городов в мире. Мне нравится, что я не могу здесь вступить в жвачку. Только жаль, что я не могу ходить голым по квартире. То есть у вас только камеры, что если на меня нападут кто-то ночью, то вы это увидите в своих камерах и меня спасете. Правильно я понимаю? Да. О, ну так это прекрасно. Я вот общаюсь, и такое ощущение, что вы весь такой веселый, улыбающийся, такой вообще милый полицейский. Я хочу сказать, в полиции вот все такие очень доброжелательные люди работают. Возможно, но во время задержания мы далеко не няшки. Полицейские в Сингапуре получают около 8 тысяч долларов в месяц. Вообще у госслужащих здесь одни из самых высоких зарплат. А у министров так вообще ставка более 150 тысяч долларов, чтобы не воровали. За взятку чиновнику грозит штраф до 100 тысяч долларов, а в особо тяжелых случаях и лишение свободы на 5 лет. Повторюсь, Сингапур входит в число самых дорогих городов на планете, но и зарплаты здесь не маленькие. 5 тысяч долларов в месяц считается низким доходом. Однако бедных в Сингапуре почти нет, а вот богачей полно. Более того, количество миллионеров на душу населения здесь больше всего в мире. Каждый 10-й житель реально миллионер. В Сингапуре есть отдельный район, где живут обеспеченные люди, да? Давайте будем говорить прямо. Живут миллионеры. Район миллионеров. У них свои бизнес-центры, у них свои клубы, у них свои детские сады с бассейном, внимание, для собак. День пребывания питомца в таком заведении стоит 60 американских долларов. А почему бы и нет, миллионеры? Если так живут собаки миллионеров, то как живут их владельцы? На этой улице живут люди, чьи дома стоят баснословных денег. Сейчас в один из таких я и зайду. Дом, который стоит 11 миллионов долларов. Я, честно говоря, никогда не была в таком доме и даже не видела, не представляю, что это такое. Идем быстрее посмотрим. Сьюзи моя давняя знакомая. Жду не дождусь, когда увижу ее дом. Hello! Тук-тук-тук! Привет! Прости, дорогая, заработалась. Hello! Thank you for coming, my dear. Hello!
Я скучала по тебе. Ну видишь, я ж приехала к тебе, знала, что ты по мне скучаешь. Я ж никогда не была у тебя в гостях. Хотела вот посмотреть. Конечно, иди, осматривайся, а мне надо работать. Работа, да? Ну, слушайте, у миллионеров нет никогда свободной минутки даже поболтать с подружкой. Так что идем посмотрим. Все, не буду мешать. Хорошо. Идем. Удачи тебе. У Сьюзи своя консалтинговая фирма и медиабизнес. Несколько раз в год она вывозит свою большую семью отдыхать на Мальдивы, но живет вот в таком доме. Вы сейчас думаете то же самое, что и я? Кто? У мужа что, даже своего кабинета нет? Hello. Я думала, что это детская, а это муж Сьюзи. На секундочку. Hello. Добрый день, приятно Джана, познакомиться. nice to meet you. Я так понимаю, это детская. Hello. Здрасте. Hello, what's his name? Меня зовут Даниэль. Даниэл. Даниэл, это дочка Сьюзи. Тут вот спит 2 ребенка. Муж работает, ребенок работает. В доме, который стоит 11 миллионов долларов. Мне кажется, или что-то со мной не так, или... вы тоже так думаете? Я не сомневаюсь. Но идем дальше, может, что-то мы не понимаем. Идем посмотрим. Очень странно. Ну, слишком все простенько. Не то, что для миллионеров, но и для простых жителей. Никакой даже минимальной роскоши. Я не говорю уже о золотых унитазах, хрустальных люстрах и 20-метровых бассейнах. Так, я хочу понять. Честно говоря, я чуть-чуть в замешательстве. Я хочу понять хоть одну деталь, где купюра вложена. Я не могу понять. К Сьюзи у меня возникла уйма вопросов по поводу дома. Пора бы их задать. Если бы я пришла в дом в нашей стране, который стоит 11 миллионов, вот, честное слово, он бы выглядел абсолютно по-другому. У вас все очень просто. То есть вы живете так, как будто вы вообще не думаете про свой дом. Хотя он стоит огромные деньги. Как это так? Объясни мне, не понимаю. Сейчас объясню. В Сингапуре очень дорогая земля. 11 миллионов – это не столько цена дома, сколько самой земли. Здесь люди берут квартиры в эксплуатацию на десятки лет. А я же купила землю, и она всегда будет принадлежать мне, моим детям и их детям. У меня еще несколько домов. Этот хоть и самый старый, но он ближе всего к школе и центру города. А я слишком занята, чтобы сейчас заниматься домом. Поэтому, надеюсь, лет через 5 им займутся мои дети. А вот и разгадка. Помните компактные детские сады без кровати и своих дворов? Малюсенькие социальные квартиры? Сингапур ограничен по территории. Городу некуда расти, кроме как вверх. Поэтому иметь свой клочок земли – вот настоящая роскошь для сингапурца. Скажи мне, какой у тебя доход в месяц? Мне трудно посчитать, но чтобы содержать дом в этом районе, нужно зарабатывать от 50 тысяч долларов в месяц. Например, только садовник мне обходится 8 тысяч долларов. Это правда, что с каждым ребенком в Сингапуре женщина перестает платить определенный налог? Да, налог уменьшается с рождением каждого ребенка, но я не потому многодетная мать. То есть ты, имея 4 детей, вообще не платишь налог, правильно? Я плачу, но очень мало. Скажи мне, ты наказываешь своих детей? Я наказываю своих детей, потому что я верю в наказание. Я не верю в разговоры. Иногда даю по мягкому месту, иногда и вешалкой. Но дети растут. И, конечно, приходится находить средства для коммуникации, что не так просто. В сингапурской семье кто главный, муж или жена? В моем доме мой муж босс. То есть он может тебе прийти и сказать: нет, Сьюзи, будет так, вот так вот ударит кулаком и скажет: все, сиди и молчи, женщина. Может он так сказать? Я думаю, что большинство азиатских мужчин шовинисты. Они любят, чтобы за ними было последнее слово, чтобы все было, как они хотят. А я просто держу свой рот на замке. В случае развода в сингапурских семьях Это очень болезненная тема для мужчин. Женщины спокойнее переносят развод. У меня один знакомый свел счеты с жизнью после развода. Многие просто не могут это перенести. Да и закон всегда на стороне женщины. В общем, что я вам хочу сказать?
я поняла, что сингапурские миллионеры тратят огромные деньги на свой дом, на благоустройство своего дома. Хотя выглядеть это может абсолютно для нас просто. Но им главное не выпячивать свое богатство, а просто его иметь. Обыкновенное прекрасное солнечное утро сингапурских пенсионеров. У меня уже все болит. Избиение себя палками тут, по-моему, нормально, в крови. Вот это вот местные пенсионеры выходят на зарядку. И вот такой вот палкой какой-то вот китайской бьют себя и разгоняют соль, кровь. С утра проснулся, и сразу все тебе хорошо. В Сингапуре строят уникальные жилые комплексы. Вот как этот, например. Выглядит как обычный дом, но живут в нем только пенсионеры. Остальным квартиру в таком доме просто не продадут. На территории комплекса все сделано под потребности пенсионеров. А еще тут свои магазины, кафе и даже больницы. Вот так вот началось, когда утро, понимаешь, солнце, все твои друзья рядом, ты с палкой сбила себя, и все, и жить можно дальше. Класс, ну что? Что дальше? А дальше берем инвентарь и идем на грядку. Вот так вот каждый день пенсионеры делают зарядку, потом одевают, идут в шкафчик, берут инструменты и идут заниматься садом. Сады тоже находятся на территории жилого комплекса. Для пенсионеров тут проводят даже курсы садоводства. Не просыпаешься и ты думаешь, боже мой, как у меня болит голова. Идешь там на кухню, ставишь чайник, а тут именно, понимаешь? Именно, все бодренько, бодренько. Звонишь, понимаешь, подружке, ты идешь на 8-й этаж на зарядку? Ну, конечно, иду. Сейчас только возьму палку, и они встречаются, потом одевают шапочки и весело идут с лопатками, понимаешь? Совместный труд, как говорится, облагораживает. Мы все это знаем. Завтракают местные старики тут же, недалеко, в столовой. В комплексе для пенсионеров есть такое место, где сосредоточены разные бары, кафе, закусочные. То есть, ну, потрясающее место, где стоит все копейки практически. Но это очень вкусно. И сюда они приходят, потому что у пенсионеров не принято готовить. Они очень часто, культура такая, ходят и кушают где-то. И вот прямо вот в этом месте вот очень много. Я просто в шоке, представляете? В общем, на территории такого комплекса есть все. Можно даже не выходить в город. Но если все-таки сингапурский пенсионер решит прогуляться, то и за пределами дома городские власти о нем В позаботятся. Сингапуре, когда человеку исполняется 62 года, и он уже выходит на пенсию, ему приходит вот такая карточка, благодаря которой он может себе переключать на светофоре зеленый свет, и он для него горит гораздо дольше, потому что ему времени для того, чтобы перейти дорогу, иногда нужно больше, чем простому человеку. Одновременно эта карточка является и проездным на все виды транспорта. Вот такая вот мелочь, а приятно. Ну а выглядят квартиры для пенсионеров вот так. Знакомьтесь, это дядюшка Хэнк. В Сингапуре не принято пожилых людей называть бабушками и дедушками. К ним тут обращаются тетушка и дядюшка, соответственно. Вот такая стандартная квартира находится в этом комплексе. Я сейчас пришла в семью к дядюшке Хэну и его жене. То есть ничего особенного, очень милые светлые апартаменты, 47 квадратных метров общая площадь. То есть для двоих пенсионеров, мне кажется, это более чем прекрасно. То есть обыкновенная квартира, единственное, что выдает, будем так говорить, этот дом за то, что все-таки этот дом для пенсионеров, вот этот вот красный шнур, так сказать, СОС помощи. Если вдруг, не дай бог, тебе стало плохо, ты упал, закружилась голова, ты не можешь двигаться, тебе достаточно просто нажать на этот шнурок, и происходит вот что, смотрите, слушайте.
Слышали? Весь комплекс сразу начинает гудеть. Все соседи знают, что тебе плохо. Также этот сигнал идет и в полицию, и в медицинское учреждение, которое находится тоже прямо здесь. Поэтому помощь тебе обеспечена. Но это же прекрасно, ребят. Пенсионеры всегда находятся под охраной. Это замечательно. Анкалхан, а как вы получили это жилье? Я продал свою старую квартиру и купил эту. Окей, скажите, а сколько у вас пенсии вы получаете? Как таковой пенсии от государства в Сингапуре нет. Мы всю жизнь откладывали деньги на пенсионный счет и получаем оттуда женой по 1000 сингапурских долларов каждый. Плюс процент денег от проданной квартиры. В общем, около 3500. То есть, получается, вы очень хорошо живете? Или для Сингапура это средняя цена? Что вы можете себе позволить на вашу пенсию? По местным меркам мы получаем немного. Госслужащие, учителя, врачи получают в разы больше. Ну, а раз в год мы с женой обязательно путешествуем. Вообще-то считается, что в Сингапуре одни из самых высоких пенсий в мире. Видите, им даже удается путешествовать за свои деньги и не просить у детей. Но что мне больше всего поразило, так это то, что на территории этого же комплекса находятся детские садики, в которые ходят внуки жильцов дома. Таким образом, городские власти подумали над тем, чтобы бабушки и дедушки чаще виделись и общались со своими внуками. Как по мне, быть сингапурским пенсионером – это получать настоящее удовольствие от жизни. Я приехала в страну больших штрафов, серьезных ограничений и жесткой дисциплины. И, честно говоря, я ждала, что люди будут недовольны и будут жаловаться, потому что всегда есть те, кто хочет что-то изменить. Но только не сингапурцы. Я бы ничего не менял. Я бы изменил погоду. Ничего. 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 Я бы ничего не менял бы. Многим из нас кажется, что другим живется лучше, чем нам. Но на самом деле нам нужно просто ценить и любить свою жизнь. И иногда, ради интереса, просто подглядывать за жизнью других.